Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я сегодня к вам вот с такими далеко не летними ниточками, да, и с узорчиком, который я считаю, что будет смотреться все-таки, если вязать несколькими цветами. Хотя можно попробовать и одним цветом. Итак, вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Согласно аннотации берете крючок, который вам рекомендуют, чтобы у вас все получилось. А я сегодня буду вязать вот из таких вот ниточек. Одни ниточки это Alize Angora Gold. Так, здесь получается в 100 граммах находится 550 метров. И нам здесь советуют, так, сразу же скажу цвет, 185. И нам здесь советует производитель, смотрите, говорит, берите крючок от 2 до 4. Здесь пряжа Нака Мохер Деликат. Ну, просто кому интересно, если понравится цвет, понравится пряжа. Это 5% мохера, 10% шерсти, 85% акрила. И нам здесь советует производитель. Вот, берите крючок номер 4. Но я возьму крючок номер 3. Я вязала данную пряжу этим крючком. В принципе, меня все устраивает. И я буду пробовать вязать данной пряжей и данным крючком. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Ну, давайте наберем, например, я наберу 6 раппортов. Это получается 30 воздушных петелек. И дополнительно еще 4 петельки, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Итого получается 34 воздушные петельки. А вы набирайте сколько вам удобно. Итак, для начала петелька фиксации. Все как всегда. Теперь 34 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34. Вот мой будущий образец. Теперь это уже узорчик, это не вспомогательный ряд. Мы делаем целый ряд столбиками с накидом. Для начала делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. То есть вот по 2 петельки. 2, 2. Далее в следующую петельку точно так же ныряем и делаем опять столбик с накидом. И также в следующую петельку и во все последующие петельки вот так же будем нырять и делать столбики с накидом. Понятно, да? Сами себя контролируйте. То есть если вы набрали, ну допустим, как я, 34 воздушные петельки, у вас должно получиться 34 столбика с накидом. Угу. Итак, первые 3 петельки это тоже столбик с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков я провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот наш ряд столбиками с накидом готов. Далее что мы делаем? Этой же ниточкой воздушная петелька, поворот. Ныряем сюда же, в этот же первый столбик. И провязываем столбик без накида. 1. В следующую верхушку столбика провязываем столбик без накида 2. Столбик без накида 3. И так далее. Провязываем до конца ряда. Опять же, сами себя контролируем. Если у меня было 34 столбика с накидом, значит, должно получиться 34 столбика без накида. Все очень просто. Понятно, да? То есть весь ряд столбики без накида. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот я провязала 33 столбика без накида из моих 34, да? И вот смотрите, в 3 петельки, в 3-ю петельку подъема я провязываю последний столбик без накида. Но смотрите, какая особенность. Ввела крючок, вытянула ниточку и 2 петельки на крючке. И здесь я хочу ввести новый цвет. Так, именно 2 последние петельки провязываю новой ниточкой. Если вы вяжете одной ниточкой, то просто провязывайте, идете дальше. Я переключаюсь на новый цвет. Раз, провязала. Видите, ряд закончился голубым, но в процессе вязания у меня уже появилась розовая ниточка. И сейчас я буду делать 3 петельки подъема, параллельно буду прятать кончик ниточки. Итак, кончик ниточки перед рабочей ниточкой слева направо сделала. 1 воздушная петелька. Справа налево. 2 воздушная петелька. Слева направо.
ну, путаю как бы, да, ниточку перед рабочей. И третья воздушная петелька. Так вот поправили немножко. И теперь можем спокойно нашу ниточку отрезать. Мы ее зафиксировали. Все. Дальше идем по узорчику. Поворот. И провязываем, начиная вот со второго столбика, 3 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. Итого получается вместе с 3 петельками подъема вот этими получилось 4 столбика с накидом. Теперь смотрите внимательно. Я как бы получается возвращаюсь на ряд ниже, на голубой ряд, вот, ко второму столбику. То есть я, получается, отсчитываю от этого столбика. 1, 2, 3. 3 столбика назад. 2 накида. Возвращаюсь к третьему столбику назад. Получается второй от начала. Делаю рельефный лицевой столбик. Вот так вот захватываю столбик. Вытягиваю ниточку. Так. И теперь провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки и стоп. То есть до конца не провязываю. Держу 2 петельки на крючке. Теперь смотрите дальше внимательно. Делаю опять 2 накида. И пропускаю здесь 3 столбика голубеньких. 1, 2, 3. В четвертый. Опять делаю рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Захватываю столбик вот таким вот образом. Столбик перед крючком. Вытянула ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, стоп. Теперь у меня 3 петельки на крючке, и я их провязываю вместе. Оп, все. Вот такая картина должна получиться. Вот такая вот галочка, как бы, да? Дальше, смотрите, накид. Смотрим назад. Получается, 1 столбик мы с вами пропустим. Вот так вот там, чтобы удобнее показать было. Вот, 1 столбик мы пропускаем. Начинаем со второго столбика. Провязываем со второго столбика 4 столбика с накидом. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. И 4 столбик с накидом. Угу. То есть получается, если вы посмотрите назад, вот 1 столбик голубенький, видите, мы пропустили. Все. Идем дальше. Опять то же самое повторяем. Делаем 2 накида. 1, 2. Отсчитываем третий столбик. 1, 2, 3. Но здесь удобно. Здесь получается ориентир сразу же за следующим розовым столбиком. Возвращаемся к этому столбику голубому и провязываем рельефный лицевой столбик с 2 накидами. То есть вот вытянули мы розовую ниточку. Так. И провязываем по 2 петельки. 2, 2, стоп. Не до конца. 2 петельки на крючке. Опять 2 накида. И мы, получается, вот от этого столбика отсчитываем 3 столбика. 1, 2, 3. В четвертый провязываем точно такой же рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки на крючке провязываем вместе. Оп. Угу. Еще одна вот такая же галочка получилась. Опять же, вот наш столбик 1 пропускаем. Видите, мы его не провязываем. Накид. И со следующего столбика начинаем провязывать 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И опять делаем нашу галочку. Понятно, да? 2 накида. Вот как ориентир розовый закончился. Со следующего начинаем провязывать рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, стоп. 2 накида. 3 столбика пропустили. 1, 2, 3. В четвертый. Рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки вместе. Опять 1 столбик пропускаем. И начинаем со следующего столбика провязывать 4 столбика с накидом. И вот так вот вы шагаете до конца ряда на всю длину вашего образца. То есть понятно, да? Если что-нибудь чуть-чуть назад перематываете, пересматривайте еще раз. Все. Я считаю, что несложно, понятно, доступно. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот такая у нас первоначальная красота получается. И закончили мы ряд. Вот 4 наших столбика. 1, 2, 3, 4. Угу. Дальше. Воздушная петелька. Этой же ниточкой поворот. Ныряем сюда же, в этот же столбик. Провязываем столбик без накида. 1. Следующий столбик. Столбик без накида 2. И далее 3. И далее и так далее. Мы проходим весь ряд. Точно так же, как предыдущий голубой ряд.
мы проходим столбиками без накида. Ничего сложного, согласитесь, да? Все, давайте вот так вот провязываете за каждую верхушку предыдущего столбика столбик без накида. Угу. Все, давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы ряд наш столбиками без накида практически закончили. Показываю, как мы заканчиваем ряд. То есть мы ныряем, вот у нас были 3 петельки подъема, в третью петельку аккуратно ныряем, вытягиваем ниточку, и я буду переключаться на первую ниточку. Вы можете переключаться, можете нет, как вам удобно. Итак, я беру голубую ниточку и вот эти 2 последние петельки провязываю голубой ниточкой. Сильно не тяну край, чтобы не зажулькать. Так, все, розовенькую могу подтянуть, голубую нет. 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот. Теперь смотрите, вот мои столбики. 1, 2, 3 столбика провязываю столбиками с накидом. Просто обычные столбики с накидом. 1, 2, 3. Итого получается вместе с 3 петельками подъема это получилось 4 столбика. Угу. Далее смотрите, накид. Ныряем к нашей галочке, к розовенькой, вот этой галочке, и захватываем 2 столбика. Смотрите как. Первый столбик и второй столбик захватили. Вытягиваем ниточку и подтягиваем ее на уровень высоты нашего столбика. 1. Не провязываем, держим на крючке. Накид. Еще раз точно так же. Захватили 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик. Вытянули ниточку. Потянули опять ее хорошенько. 2. Накид. Точно так же сделали еще раз. Потянули. 3. Если вам этого достаточно, да, то вы провязываете все петельки, кроме последней. Оставите 2 петельки на крючке. И затем 2 петельки провязываете. У вас получилась вот такая вот шишечка-бубочка. Если вам надо сделать ее больше, набирайте больше. 4 петельки, 5 петелек. Здесь вас никто не ограничивает, вы дизайнеры, вы так видите, понятно? Вот, но не забывайте, чем больше петелек наберете, тем больше пряжи вы потратите. Но зато будет более эффектно и более красиво. Итак, точно так же мы пропускаем один розовый столбик, мы его не провязываем. Начинаем со следующего столбика. И провязываем 4 столбика с накидом. Итак, 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом и 4 столбик с накидом. Угу. Далее получается точно так же провязываем вот такой пышный столбик, захватывая 2 вот этих вот столбика рельефных ниже стоящим рядом. Итак, первую петельку потянули, накид, вторую петельку потянули, накид, третью петельку потянули. Я на этом остановлюсь, повторюсь еще раз. Вы можете делать больше. 4, 5, 7, сколько душе угодно. Провязываем все петельки, кроме последней. Оп, на крючке 2 петельки. И 2 петельки вместе. Оп, все. Вот такая красота. Вот такие пышные столбики. Опять получается, один столбик розовый сзади пропускаем. Мы как бы провязали, да, считаем его. И следующие опять 4 столбика провязываем столбиками с накидом. 1, 2, 3 и 4. И так далее. Проходите до конца ряда. То есть там, где у вас верхушки вот этих галочек, будут находиться вот такие вот пышные столбики. Не сложно? Не сложно. Если что, перематывайте чуть назад, повторите. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, ну как вам? Здорово? Здорово. Закончили мы ряд 4 столбиками с накидом. Далее делаем воздушную петельку, поворот. И возвращаемся обратно точно так же столбиками без накида, как мы возвращаемся в каждом ряду, будь то голубого цвета, будь то розового цвета. Угу. Все, давайте до конца ряда там будем переключаться на розовую ниточку. Несложно. Весь ряд, полностью весь ряд вы будете провязывать столбиками без накида. Поняли, да? Там же, где и шишечка, очень удобно брать, видите? Столбик, раз, взяли за верхушку, столбик без накида. Все, несложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так. Вот наш ряд столбиками без накида практически готов. Мы заканчиваем последний столбик. Вот 3 петельки подъема. В третью петельку я ныряю, вытягиваю ниточку и переключаюсь опять на розовый цвет. Угу. Вот, сильно розовую ниточку не тяну. Оп, провязала. Голубенькую подтянуть могу, розовую нет. Дальше 3 петельки подъема. 1, секундочку. 1, 2, 3. Поворот,
И теперь смотрите, будем провязывать точно так же еще 3 столбика столбиками с накидом. Раз, два, три. И у нас получилось вместе с 3 петельками подъема 4 столбика. Далее вот наш ориентир, да, столбик, шишечка такая, бубочка, столбик. Вот, получается, мы делаем 2 накида, шагаем перед этим столбиком в нижестоящий ряд в голубой, вытягиваем ниточку, будем делать галочку. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, стоп. Опять 2 накида. Вот, раз, два, три наши, да, столбика пропускаем опять. И в 4 провязываем точно так же рельефный лицевой столбик с 2 накидами, 2 петельки, стоп. И 3 петельки провязали вместе. Оп. Опять 1 столбик мы пропускаем, со следующего провязываем 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. Поняли, да? Все, дальше идет повторение нашего розового ряда. В этом прелесть узорчика, что вяжется 2 цветами, что все понятно. Сейчас идет розовый, так? Возвращаетесь столбиками без накида. Дальше идете опять столбики с шишечкой, столбики с шишечкой. Возвращаетесь столбиками без накида. Все. Получается, ваш узорчик состоит из 2 розовых рядов и 2 голубеньких. И все. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Так. Посмотрим, что в итоге получится. Должно получиться очень красиво. Схемки у меня сегодня, к сожалению, нет. Но найду, обязательно приложу либо в Инстаграме, либо здесь в сообществе, как всегда. Угу. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот такая красота получается. Как вам? Узорчик вот так вот тянется. Ну, вот из данной пряжи, да? Видите? Узорчик у нас получается односторонний. Оп, оп. Ну, вяжется очень быстро и очень легко. Обязательно попробуйте связать. И, естественно, что вы можете одним цветом вязать, можете 2 цветами, можете 3 и так далее, и так далее. И вы можете, даже если вот, например, розовый и голубой, вы можете тоже поменять, да. Здесь у вас может быть галочки голубые, а вот такие шишечки могут быть розовенькие, почему бы и нет. Вот, пробуйте из любой пряжи, обязательно. Потому что из любой пряжи будет смотреться по-другому совсем. Зимняя, демисезонная, летняя ли пряжа. Может быть, это будут кофточки, может быть, это будут кардиганчики, а может быть, шарфики, шапочки. Почему бы нет? Снуд. Интересный, объемный, рельефный вот такой вот снуд. Давайте замерим нашу красоту. Я, получается, сегодня набирала 34 воздушные петельки. Ну, допустим, это же пряжа, это же крючок, да, моя плотность вязания. То есть в моем случае это получается, вот, смотрите, прямо аж 20 сантиметров без 1 миллиметра, так скажем, да. И тут получается у нас каждый ряд, каждый цвет, вернее, да, по 2 ряда. То есть получается 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ровно, видите, как заканчивается, очень удобно. 14 рядочков. Ну да, потому что у нас столбик без накида, да, он, конечно, будет столбик маленький. Это всего лишь только 10 сантиметров. Но не страшно. Смотрите, какая красота по итогу получается. Угу. Так, вот, смотрите. И необычно, и интересно, и в копилочку ваших узорчиков. Да? Кто вязал данным узорчиком? Пишите, что вязали, какой пряжи, нам будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки. Кофточки, жилеточки, снудики, кардиганчики и так далее, и так далее. Вот. Вот такая сегодня красота. Я надеюсь, видео вам понравилось. Смотрите, еще что придумала. Можно же перевернуть. А? Как вам? Если перевернуть, похоже на листики, такие вот с цветочками, да, с тюльпанчиками. Угу. Итак, не забудьте поставить лайк сегодняшнему видео, а также подписаться на канал, кто еще не подписался. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки на канале. Делитесь с друзьями, с подружками. Нажимайте на плюсик, чтобы сохранить видео вам в плейлист и посмотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.